2B2T. Старейший анархический сервер в Майнкрафт. На этом сервере абсолютно нет правил, вайпов и разрешены читы, однако он не является бесплатным. Чтобы зайти на 2B2T, у вас есть два пути. Купить лицензию и стоять в очереди больше 20 часов. Второе. Купить лицензию и платить каждый месяц $20 за скип очереди. Я считаю, что это очень несправедливо. Админ 2B2T Хаусмастер с его финансами и ресурсами мог бы убрать очередь навсегда, однако очевидно, ему это просто невыгодно. Поэтому я предлагаю вам универсальное решение всех проблем. Сервер, для входа на который не нужна лицензия. Сервер, который работает 4 года без вайпов. Сервер, на котором разрешены читы. 3b3t.org. И мы начинаем свой путь на этом проекте. Зайдя на сервер, я увидел огромные лавокасты. Это напомнило мне старый спаун 2B2T. Однако со спавна этого сервера выйти мне было сложнее, чем со спавна 2B2T. Играть я решил не один, позвал своего батька. Нашел его на спавне, и мы отправились в ад. Но когда с батьком мы зашли в ад, мы нашли здесь рай, потому что всякие ебанаты разбрасывали шелкера, а мы как мусорщики брали и дожирали их. Увидев бедного бомжа, мы с батьком начали на него нападать, однако это был совсем не бомж, а человек, который нас убивал, поэтому мы решили отомстить как настоящие мстители. Наказан. Шалкер упал. Шалкер упал? Шалкер упал. Да, шалкер был. Какой комтим? Покажи, что Не знаю. Ебать, добыли. Там чмо! Выходи! Я вышел с сервера. Я умер. Все, захожу. А я мертв. А почему? А как он меня успел убить? После того, как мы потерпели колоссальное поражение в аду, мы решили встретиться снова там, уже на магистрали. Батек меня встретил, и наконец мы отправились в наше путешествие. Достаточно удалившись от спавна, мы приняли решение выйти в первый попавшийся портал. Судя по всему, с порталом мы не прогадали и вышли там, где нужно. Написано, что мы добрались до нормального места. По классике жанра здесь все в табличках, которые изучать очень интересно. Мы решили не оставаться в стороне и тоже оставить свой след, поэтому пошли копать дерево и крафтить таблички. И теперь мы тоже в истории этого сервера. Накрафтив предметов, я отправился в шахту, но делал я это не сам, а с помощью бота Баритон. Все его здесь используют для выхода со спавна и прочих вещей. Однако в шахте я был недолго, и случилось вот это. Снова баритон, адский портал, и я обнаруживаю подарки от бога. Кажется, кто-то слишком богатый оставляет за собой эти объедки, ну а чё, я очень рад, я заберу. Уже с новыми обновками я вышел на магистраль и отправился к Итану. Свиньи, которых я раньше очень сильно боялся, теперь совсем меня не тревожат. Если вы собираетесь играть на сервере, мой вам совет: одевайте золотую шмотку, тогда они вас трогать не будут. Встретившись с Итаном, мы отправились в путешествие. Нашей целью стали лошади, с помощью них мы планировали выйти со спавна. После того, как мы обнаружили лошадей, мы стали тестировать читы. Использовать будем Entity Speed. 24. 25. Не работает. 20. О, 20 нормально 20 работает. Нормально. Ну все, едем так. Теперь нас ждет очень долгая дорога. В целом путь был довольно легким, однако мы сталкивались с рядом проблем. Какие-то гении строили порталы прямо на магистрали, поэтому мы постоянно в них заходили, просто случайно. Понял. У меня внизу лошадь. У меня моментально тэпнуло почему-то. Так. Ой-ой-ой. Но в нашем путешествии были не только минусы, были еще и плюсы. Люди снова разбрасываются вещами, а мы их собираем. О. Элитры просто на магистрали лежали. Сейчас я покажу специально для вас, как мы ездили на магистралях в автоматическом режиме. Я использовал чит-клиент Meteor, это самый популярный чит-клиент на анархии. Думаю, большинство из вас его используют. Я напоминаю, что чтобы зайти на сервер, не нужна лицензия. 3b3t.org. Это авторский контент, видео сделано лично мной, не перевод. Все делали сами, без какой-либо помощи. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, буду очень благодарен. Итак, пожалуй, приступим. Что же нужно сделать, чтобы автоматически передвигаться по магистралям с помощью лошади? Я показываю на примере чита Meteor. Открываем меню на правый shift. В поиске пишем Entity Speed. Для 3b3t выставляем 21. Работает идеально. Также нам нужен Rotation. Пишем в поиске и открываем настройки. Выставляем все как на видео.
Финальный штрих. Заходим в настройки, ищем автоволк и ставим все как на видео. На все 3 функции я поставил бинт на кнопку C. Entity Speed ускоряет лошадь, Rotation фиксирует камеру в нужном нам направлении, а автоволк, автоматически нажимает V, получается, чтобы идти вперед. После того, как мы сошли с магистрали, туннели копались автоматически с помощью робота. Итан копал, я следовал за ним, а за мной следовал еще один игрок, который присоединился к нам в процессе. Вскоре мы вышли в обычный мир, сломали портал и отправились в новое путешествие. И мы нашли то, что искали. Это была деревня, в которой после нашего прихода началась настоящая война. Делай. Я тотем заюзал. Плохо. Блять. Ай-яй-яй. Киллаура. Не знаю, включен. Я здесь спал, пофиг. Делай. Они фейерверк запускают в честь нас. Они крутые, они нас поддерживают. После успешной защиты деревни мы поняли, что делать нам здесь больше нечего. Поэтому мы отправились в новый путь. Мы переехали в новую деревню, хоть и не планировали оставаться там надолго. Наша тактика заключалась в том, чтобы собрать здесь как можно больше ресурсов, которые в будущем помогут нам с поиском нового, постоянного места. Все вещи мы получали благодаря торговле с жителями. Мой аккаунт всегда был в игре, даже когда я ложился спать. Пока я спал, аккаунт копал изумруды, которые вскоре я обменивал на отличные кирки. Тем временем мои тиммейты фармили опыт, для того, чтобы эти кирки скрещивать. Дело в том, что житель продает только эффективность 3, поэтому мы соединяли 2 кирки в одну, но уже с новым зачарованием, эффективность 4. Нам нужна была хорошая броня и хороший меч. Мы хотели дойти до безопасного места с помощью нижнего мира. Именно поэтому мы должны были обеспечить максимальную безопасность. Мы скрафтили стол зачарований, а после зачаровали все наши вещи на защиту 4 и мечи на остроту. Теперь, когда все ресурсы собраны, мы можем отправиться в путь. В аду мы нашли способ, как ускорить наше путешествие в 10 раз. Поскольку в приоритете стоит наиболее скрытное передвижение, чтобы никакой игрок нас не мог так просто найти, передвигались мы в АФК, копая туннели на максимальной высоте, так как там было меньше всего лавы. Сейчас я вам расскажу, как так быстро копать эти самые туннели. Для начала заходим в меню Метеора и в поиске пишем Нюкер. Тут выставляем все настройки, как у меня. Теперь вы моментально ломаете блоки. Открываем чат, пишем хэштег Tunnel и наслаждаемся процессом. Если что, нужен баритон. Я также рекомендую включить Liquid Filler. Этот чит автоматически застраивает источники лавы, что очень полезно для безопасного путешествия. После раскопки туннелей мы остановились на определенном месте и установили портал. Дело в том, что меня не было в игре целую неделю, и пока я отдыхал, мои тиммейты трудились. Зашел я в игру и оказался у входа на базу. Тут происходило что-то странное, но об этом я расскажу в следующем видео. Наше новое, постоянное место располагалось в деревне. Уже в следующем видео вы узнаете, во что мы превратили эту базу. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Также заходите на 3B3T. Лицензия не нужна. IP и Discord в описании.